Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам скрипт, который позволяет перенумеровывать и перемаркировать оси автоматически с помощью программы Dynamo. Скрипт довольно прост в использовании. У него есть три управляющих нода. Первый выбирает оси, второй задает начальную цифру или букву, и третий выбирает, что это будет, цифра или буква. У архитекторов часто, ревитчиков, архитекторов, бывает такая необходимость создавать новые оси. Это естественно. Вот мы создаем новую ось. У нее какой-то номер там появился. Вот. Все бы хорошо, только у Revit вот есть такая вот функция, как защита от дублирования номера, марки, буквы, любого значения. Значит, я не могу вписать цифру с тем же самым номером или буквой, как уже есть существующая ось. Вот. Это как сделано, это плюс, конечно, Revit, что есть возможность избежать ошибку, но при этом минус в том, что я не могу перенумеровать их последовательно. Мне нужно, как вот мне добавить новую ось? Я выделяю просто все оси, смотрю, что их количество 13, и начинаю с конца постепенно вписывать номера, чтобы дойти до вновь созданной оси. Ну, как бы то же самое с буквами происходит, если появляется новая ось с буквой, маркой дублирующей, то я не могу ее там сделать как-то так. Такой же самый D, например, я могу ее только сделать. Неважно, D1. Я просто сейчас показываю, как она работает. Вот, как бы вот эта проблема заставила меня написать вот этот скрипт. Я показываю, как он работает. Изолирую оси для того, чтобы не попалось в выборку что-то лишнее, вроде стены или перекрытия. Вот, дальше я выбираю группу осей, называю первую. Ну, то есть то, с какой цифры начнется нумерация осей. С единички мне нужно. И вот этим таким нодом я ставлю, что это будет циферная ось. То есть ось цифровая, да, цифровая. Все, я запускаю скрипт. И смотрю, что мои оси выбранные все стали по порядку с 1 по 13. То же самое можно проделать, такой же фокус с буквенными осями. Выделяю. Первая у меня будет буква А, она соответствует единичке, первая буква. И ставлю, что это не цифровые, а буквенные. Вот, мы видим, как скрипт автоматически перенумеровал цифры слева направо, буквы снизу вверх. Я, конечно, могу сделать, например, если мне нужно эти оси сделать нижние, я могу их сделать буквенными. То есть это не сейчас не получится, потому что дублируется ось А, но в принципе я могу, например, там задать цифру 15, с 15 буквы. И вот мы видим, с буквы S начинается переименовка. Еще хочу сказать, что в скрипт заложена возможность, даже я бы сказал, это не возможность, это скорее особенность ГОСТа в том, что буквы, такие как буквы Z, буквы О, мы не имеем права писать в маркировке осей. Это связано с тем, что буква Z, например, похожа на цифру 3, буква О похожа на цифру 0. Вот. Ну и там есть много других, там мягкие знаки, твердые знаки, их нежелательно писать, я их сразу же в этом скрипте эту необходимость я учел, и при переименовке марки осей
эти буквы уже вставляться не будут. Вот. Ну, как бы вроде бы и все. Все, что я хотел просто вот показать, объяснить, что обращайтесь за вопросами на форумы Autodesk, изучайте программу Dynamo. Это очень полезная для архитекторов, да и не только архитекторов, конструкторов, для всех специалистов, которые пользуются и хотят пользоваться современными методами проектирования, то есть автоматические, автоматизация. Ну и как бы вы видите, да, что насколько можно экономить время благодаря таким программам, как Dynamo, Revit. Все, спасибо за внимание. До свидания.